Дорогие участники форума, Христос воскресе, кто православный. Я хочу обратиться к вам всем с большой просьбой в эти праздничные дни защитить Украинскую православную церковь. То, что сейчас происходит в Украине, это большая трагедия, но еще больше трагедия, что Украина государство Украина, его государственные органы в момент, когда у них происходят военные действия, пытаются уничтожить Церковь Христовую, изгнать Христа вообще с Украины. Я хочу заметить для тех, кто, может, не сильно в теме, да, в Украине существует единственная церковь христианская, православная. Это Украинская православная церковь, которая является, соответствует всем канонам православной церкви. В 1991 году было создано, скажем так, псевдорелигиозное объединение, которое создал один из лишенных сана митрополитов церковных, Филарет Денисенко. Он уже к тому времени был лишен сана, и согласно согласно всех православных канонов, он уже не имел, так сказать, апостольской преемственности, то есть того главного составляющего, которая дает возможность нам, священникам, епископам, совершать таинство, и благодаря которой этой апостольской наследственности, преемственности, является гарантом того, что таинство, которое совершается, оно является действительным. Это признают все государства, все православные конфессии, и это так признавалось на протяжении десятилетий. Это псевдорелигиозное объединение Украинская православная церковь Киевского патриархата, который возглавлял этот вот лишенный сана митрополит и называющий себя патриархом. Это признавали все православные церкви, что это не каноническая организация, то есть организация, которая не имеет никаких, так сказать, никакого отношения к православной церкви. Но они вовремя подхватили такой вот лозунг, который и сейчас очень сильно распространен в Украине, и который копирует полностью гитлеровские лозунги, да, помните, Deutschland über alles. Вот, и в Украине существует такой лозунг «Украина понад усе», то есть Украина превыше всего. И эта псевдорелигиозная организация подхватила этот лозунг, и на этом она постоянно играла. В конце концов, с момента, когда произошло тоже антиканоническое действие, когда Константинопольский патриарх Варфоломей, не понимаю, я не знаю, какими соображениями он руководствовался для того, чтобы это сделать, признал эту деноминацию, признал ее канонической, выдав так называемый Томас, хотя он, согласно всем, опять же, православным канонам, не имел права этого делать. И если на протяжении, допустим, десятилетий, когда Киевский патриархат, так называемый, который возглавлял Денисенко, Филарет, если на протяжении этих лет это была просто маргинальная какая-то организация в Украине, которую настоящие верующие никогда не шли, это поддерживалось только на базе украинских националистов, то начиная с того момента, когда в Украине сменяется власть и приходят к власти люди, которые исповедуют практически нацистские лозунги, и с того момента, когда Варфоломей дает вот этот так называемый Томас, патриарх Варфоломей дает вот этот так называемый Томас этому переименованному к тому времени организации, она называется ПЦУ. С этого момента начинается жесточайший прессинг на Украинскую православную церковь с требованием перейти в эту ПЦУ, вот, для того, чтобы была создана единая
православная церковь. Но это не есть церковь, верующие с этим не согласны и не уходят туда. Происходит массовый захват храмов со стороны ПЦУ, притом поддерживаемый государством. То есть захвачивается храм, под это потом подтягивается решение каких-то судов, которые оправдывают э, этот захват. Но и этого было мало. То есть, ну, понимаете, как бы храм захватывается, община, которая этот храм создала, которая содержала много лет этот храм, она тут не переходит в ПЦУ с этим захватом храма. Она остается, идет служить где-то в домах, она где-то идет служить, начинает строить какие-то новый свой небольшой храмик, чтобы все-таки не переходить под неканоническую организацию, у которой таинств нет. Это признают большинство из православных церквей и сегодня. Вот. На протяжении всего этого времени из-за того, что люди туда, верующие, не идут, власть начинает идти к более, скажем так, жестким мерам. Во-первых, подготовлен закон о запрете Украинской Православной Церкви, то есть в 21 веке запрещают православную церковь, вообще ну, запрет любой конфессии, он просто, ну, если она не тоталитарная, если она не деструктивная, то запрет любой конфессии является, скажем так, нонсенсом, да, но там это все нормально. Кроме этого, есть ряд епископов, которых можно назвать сейчас, и священников, которые можно назвать исповедниками, потому что они не молчат, они рассказывают правду, но тем не менее сейчас пошла систематическая, ну, скажем так, не полное пока еще уничтожение их, да, но ограничится их свобода. Произошли аресты ряд митрополитов. Это митрополит Черкасский Феодосий, это митрополит Святогорской лавры, наместник Арсений. На днях митрополит Запорожский Лука. Их арестовывают по сфабрикованным, надуманным обвинениям. Обвиняют их в разжигании религиозной вражды, хотя это обвинение можно предъявить любому из высокопоставленных чинов украинской власти, в том числе и представителям вот этого ПЦУ, которые тоже об этом вот именно реально разжигают религиозную вражду, указывая, что Украинская Православная Церковь – это плохая церковь, это агенты Москвы, это кремлевские агенты, их нужно уничтожить и так далее. Вот. Самая больная для меня тема был арестован митрополит Иоаннафан. Это епископ, который меня рукополагал, один из старейших священников, епископов нашей церкви. Ему был дан судом срок 7 лет тюремного заключения. Ни за что. То есть, опять же, по надуманным этим самым сфальсифицированным уголовным делам. И для него это смертный приговор практически, потому что он уже очень пожилой человек, он болеет многими уже заболеваниями. Одна из самых страшных это сахарный диабет, который у него постоянно обостряется, все. Ну, если его заключат в тюрьму, то ему придет смерть. И вот, кстати, российская власть решила, так сказать, помочь владыке. Сейчас ведется переговоры о том, чтобы обменять его на украинских военнопленных для того, чтобы, так сказать, чтобы владыку из тюремного заключения вытянуть. Вот. Но это, скорее всего, может привести к тому, что будет аресты дальше митрополитов, архиепископов, священников для того, чтобы их потом менять на военнопленных. То есть идет вот такая вот уничтожение этой церкви. В чем причина? Причина в том, что церковь является реально церковью, которая проповедует Христовые заповеди. Я думаю, что Христовые заповеди важны для всех конфессий, потому что, в принципе, все конфессии придерживаются заповедей своих, так сказать, своего вероучения, но они все перекликаются, потому что Божьи заповеди, они есть Божьи заповеди для всех. И
Украинская православная церковь стоит как раз камнем преткновения на движении вот западной идеологии, идеологии, где властвуют извращения, где извращение это является нормой и прочее. И вот эти вот эта идеология не допускается Украинской православной церковью. Власти нужна карманная церковь, которая будет выполнять то, что ей нужно. А нужно тоже, что, понимаете, мы вот рассматриваем все ситуации, которые являются, которые вот конфликты все религиозные, мы рассматриваем их с точки зрения вот мелкой, так сказать, местного конфликта, но все намного шире, все намного шире. Сейчас идет война духовная. Духовная война, когда одна идеология, которая возносит наверх все зло, эта одна идеология пытается широким фронтом наступать на то, что проповедуем мы все с вами, духовенство разных конфессий, но все мы проповедуем и традиционные семейные ценности, и противостояние злу, и проповедуем милосердие, и много-много чего, то, что составляет основы наших с вами конфессий. Поэтому мы должны одним широким фронтом выступить против нападения на любые конфессии, где бы они ни были. Вот сейчас мы, да, уже называлось сегодня нападение на палестинские территории, где гибнут очень много наших, как православных, так и мусульманских верующих, да. Мы должны широким фронтом поставить вот заслон на пути вот этой вот идеологии, которая продвигается в массы. И я просто обращаюсь ко всем к вам, чтобы в заключительном документе нашего форума было указано о том, что о невозможности, о том, что ни в коем случае государство не должно преследовать ни одну конфессию в мире. Ни одну конфессию в мире. Ну, повторяюсь, делаю исключение, если это не тоталитарная, не деструктивная какая-то секта, которая делает тоже вред людям, да. Ни одна конфессия не должна преследоваться, и как пример ввести в наш заключительный документ вот пример с гонениями на Украинскую православную церковь. Поверьте, я не являюсь каким-то посторонним человеком, который это видит где-то, так сказать, со стороны. Я там был, я там жил. Сейчас я, правда, нахожусь в эвакуации, потому что мой родной город, мой родной храм обстреливается вооруженными силами Украины. Вот, я сейчас нахожусь в эвакуации в России. И, в принципе, здесь неплохо себя чувствую. Мне можно было бы, так сказать, не обращать внимания. Ну, подумаешь, там что-то где-то происходит. Но у меня болит душа, потому что я не так воспитан, потому что я являюсь священником, и у меня болит душа не только за тех, кого сейчас обстреливают в моем родном городе, но и за тех православных христиан, которые сейчас находятся на той стороне, которые сейчас преследуются. Я могу призвать вас посмотреть видео, их преогромное количество сейчас, когда выбрасывают просто, избивают верующих людей, выбрасывают их из храмов, проливают кровь. Недавно было видео о том, как храм забрали, люди верующие собрались в доме, стали молиться там, пришли туда домой, избили священника, их прогнали и все прочее. Такие случаи в 21 веке, они не должны происходить нигде. И мы должны заявлять, что страны, где такое происходит, они не есть цивилизованными странами. Это есть страны, которых можно назвать, ну, я не знаю, если не нацистами, то дикарями. Еще раз прошу вас защитить Украинскую православную церковь, потому что за ней, если уничтожат ее там, то за ней придет очередь и за другими конфессиями, которые будут пытаться
не допустить к людям вот эту вот идеологию, которая является абсолютно противоборствующая всему тому, что говорит Бог. Спасибо за внимание.